Вот прошло практически 3,5 часа после начала топки. Где-то 1,5 часа было интенсивное достаточно горение, потом 1,5 часа было тление. Давайте посмотрим, что у нас получилось после такого трехчасового, как говорится, отапливаемого помещения. Можно увидеть, что температура уже на головке трубы после закрытия заслонки снизилась до 70 градусов. Но самое интересное, что накопил, какое тепло оставил в себе так называемый накопительный щиток. Мой щиток двухколпаковый. Давайте сейчас я включу наш замечательный прибор и понаблюдаем. Так, вот на боковой стеночке, где в основном выходили печные газы, температура достигает, вот смотрите, 50 и выше 40 градусов. Сама печка уже начала за полчаса где-то начала остывать, около 100 градусов. Вот куда попадает, вот смотрите, 60, 70, 80. Вот это где-то здесь заканчивается у меня первый колпак. Вот. Здесь его, как говорится, очень хорошо видно 40 градусов. Вот верхний колпак. В верхнем колпаке около 50 градусов. Ну, с тыльной стороны давайте посмотрим, что у нас там получилось по температурам. Вот. Вот здесь у нас где-то нижний колпак. И температура прогрева составляет, смотрите, где-то начинается с третьего кирпича. Вот, начинается от 50, а это сантиметров 25-30 от пола. Вот, и выше, 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 выше поднимаемся. Смотрите, достигает 90 градусов нагрев. Вот здесь, скорее всего, уже это 2 кирпича, это переход к верхнему колпаку. Вот, и верхний колпак уже пошел. Он, конечно, нагревается меньше, градусов 50. Вот, не больше. 50 и выше он уже, как говорится, 40. Вот, что говорит о том, что наш щиток за 3 часа топки достаточно накопил тепла для того, чтобы еще как минимум часов на 10-12, все зависит, конечно, от утепления дома, он отдавал в помещение. И пока не закончилось у меня на карте место, что можно сказать, что в данном случае такая конструкция очень удобно зарекомендовала себя для отапливания дачных и других, как говорится, загородных домиков. Вот, щиток дает быстрый прогрев помещения, вернее, это печь-камин, Брандербург дает быстрый прогрев помещения, а щиток вот в таком исполнении, особенно двухколпаковый, он дает накопление тепла. И вот посмотрите, видите, как колышется занавеска, тепло, как говорится, уходит в помещение. Так что, если кого заинтересовал мой пример, можно сказать, что он является достаточно удачным. В плане, что позволяет построить его, я строил без какого-то грандиозного фундамента, просто укрепил пол, поставил два, вот смотрите, внизу видно деревянный бут из квадрата, где-то 10 на 10, наверное, или 10 на 15. Внизу я укрепил пол на, как говорится, два таких быка. Внизу у меня лежит на песчаной подложке батарея, метр на 1,40 м. И за год, как бы, судя по уровню и по всем другим косвенным показателям, никакого проседания нету. Или если оно есть, то оно незначительно, никак не повлияло на работоспособность моей конструкции. Спасибо всем за внимание. Если кто заинтересует, пишите, оставляйте отзывы. Все, что знаю, расскажу, покажу и поделюсь своим опытом. Спасибо за внимание.